Как выглядит солнце? Всем привет. Меня зовут Никита. Это канал Inhale Russian, канал для изучения русского языка как иностранного. Сегодня хороший день, потому что мы живы. Кроме жизни может быть только смерть. И нам не нравится идея смерти. Нам нравится жить. И сегодня мы живы. Поэтому сегодня хороший день. Но давайте сегодня мы не будем говорить на бесполезные философские темы. Давайте сегодня поговорим на другую тему. Наверное, тоже бесполезную, но интересную. Итак, сегодня мы будем говорить о тюремной культуре в Советском Союзе. Но мы будем говорить не о всей тюремной культуре Советского Союза. Мы будем говорить только об одном конкретном аспекте этой культуры. Мы будем говорить о культуре татуировок в советских тюрьмах. Вот. Смотрите, я в самом начале хочу сказать, что информация, которую я сегодня буду рассказывать, относится именно к советскому периоду. Я не знаю, что сейчас происходит в современных русских тюрьмах. Я не знаю и знать не хочу. Я не хочу это знать. Вот. Может быть, та информация, которую я расскажу сегодня, также имеет отношение и к современной криминальной культуре России. Да, может быть, нет. Я не знаю, поэтому вы должны понимать, что это видео про историю, не про актуальное время. Итак, как я уже сказал, сегодня мы говорим про тюремные татуировки. Формальное нейтральное слово, которое мы употребляем сегодня, это слово татуировка. Татуировка или тату. Но на сленге, особенно на тюремном сленге, или на обычном сленге, также люди используют слова наколка или партак. Тату, татуировка, наколка, партак – это все про одну идею. Наколка звучит достаточно криминально. Никто не говорит слово наколка. Партак в моей фантазии – это плохая, некачественная татуировка. Партак – это татуировка, которая сделана в непрофессиональных условиях. Поэтому самый лучший вариант будет тату или татуировка. Хорошо. Итак, в современном мире очень-очень-очень многие люди делают татуировки. Каждый человек хочет что-то показать. Очень многие люди презентуют себя как товар, как продукт,
каждый хочет сделать себя уникальным, красивым, и каждый хочет, чтобы другие люди посмотрели на него. Поэтому все люди сейчас ходят в татуировках. И очень часто в этих татуировках нет большого смысла. Я говорю это без негатива. Я просто констатирую факты. На моем теле тоже есть татуировки, поэтому мое отношение к этому достаточно нейтральное. Я хочу сказать, что в современной культуре у обычных современных людей очень часто в татуировках нет большого смысла, или есть смысл, но нет большой истории, нет большого общего контекста. Но если говорить про криминальную культуру Советского Союза, там была абсолютно противоположная ситуация. В тюремном мире Советского Союза каждая татуировка что-то значила. У каждой татуировки было какое-то значение, и татуировки в советских тюрьмах это были как типа паспорт заключенного, паспорт человека, который сидит в тюрьме. И сегодня я вам расскажу про разные типы татуировок в советских тюрьмах, про язык символов, который стоял за этими татуировками. Окей, начинаем. Первый тип татуировок – это купола или церкви. Купол – это конкретный архитектурный элемент в церкви. Церковь – это все здание, а купол – это верхняя часть. Сейчас, я думаю, вы видите фотографии и все понимаете. И вот сейчас я также постараюсь показать вам фотографии фотографии татуировок с куполами и церквями. Так выглядят эти татуировки. И у этих татуировок есть свое значение. Смотрите, если верить информации, которая написана в интернете, то купол или церковь на теле заключенного – это не обязательно религиозная татуировка. То есть, если на теле заключенного есть купол или церковь, это не значит, что этот заключенный обязательно верит в Бога. Если верить информации в интернете, то купол или церковь на теле заключенного также может символизировать надежду на свободу. Теперь давайте поговорим про количество куполов. Есть разные версии. Я не знаю, я не имею никакого отношения к тюремной культуре, и мне это очень нравится. Но в интернете есть разные версии. По одной версии количество куполов – это количество лет, которые человек провел в тюрьме. То есть, если, например, человек провел 5 лет в тюрьме, то на его теле можно будет увидеть церковь с 5 куполами. По другой версии, количество куполов – это не количество лет в тюрьме, а количество раз,
которое человек сидел в тюрьме. То есть это количество сроков, количество периодов времени, которое человек провел в тюрьме. Хорошо. Также на куполе, купол церкви на теле человека может быть с крестом или без креста. Если на куполе есть крест, это значит, что заключенный отсидел весь срок в тюрьме. Срок, как я сказал, это период времени. То есть, если человек должен был сидеть в тюрьме, например, 5 лет, и он просидел в тюрьме все 5 лет, то на его теле может быть крест. То есть на куполе может быть крест. А если креста нет, значит человек не закончил свой тюремный срок. Хорошо. Также иногда можно увидеть татуировку с Богородицей. Богородица – это Дева Мария, Мать Иисуса Христа. Итак, иногда можно было, или сейчас может быть тоже, я буду говорить в прошедшем времени, иногда можно было увидеть татуировку с изображением Богородицы с младенцем, с маленьким Иисусом Христом. И эта татуировка тоже не обязательно символизирует веру или религиозность. Эта татуировка может означать, что человек идентифицирует себя с ребенком тюрьмы. То есть эта татуировка говорит: я ребенок тюрьмы, и тюрьма, и криминальный мир – это мой родитель, то есть моя мама или мой папа. Хорошо, продолжаем. Следующий вид татуировок – это звезды. В классическом значении это звезда. И также звезды, одну звезду или несколько звезд, не знаю, можно было увидеть на телах заключенных в Советском Союзе. Может быть, сейчас тоже. И это очень особенная и очень важная татуировка в криминальном мире. Абсолютно не каждый заключенный мог иметь татуировку такого типа на своем теле. Если у заключенного есть звезда или звезды, если есть такие татуировки на теле, это говорит о том, что заключенный стоит очень высоко в криминальной иерархии. Статус такого человека на сленге называется «вор в законе». Воры в законе – это типа генералы криминального мира. Это люди, которые стоят очень-очень высоко в криминальной иерархии. И только эти люди могут набивать себе эти татуировки. Это если верить информации в интернете. Как я уже сказал, я не знаю. Если вы русский человек, который смотрит мое видео из тюрьмы, я знаю, что в России есть тюрьмы, где можно пользоваться телефоном. Нельзя, но можно.
Так вот, если вы человек, который смотрит меня из русской тюрьмы, или если вы человек, который сидел раньше в русской тюрьме, то, пожалуйста, не судите меня строго, я только читаю то, что увидел в интернете. Хорошо. Итак, о чем я говорил? Да, я говорил о том, что абсолютно не каждый заключенный мог набить себе эти звезды. Итак, очень часто эти звезды набивали вот на этих частях тела. Вот здесь у человека ключицы, здесь находятся ключицы, и под ключицами набивали звезды. И если, например, заключенный или не заключенный, если какой-нибудь человек в Советском Союзе набивал себе звезды, но не был криминальным авторитетом, если он набивал себе эти звезды просто так, без серьезной причины, и если потом этот человек попадал в тюрьму, то у него были очень-очень-очень большие проблемы. Потому что когда люди в тюрьме понимали, что это не криминальный авторитет, а обычный человек, то эти люди могли взять нож и срезать ему эти татуировки. Ну и потом у этого человека в тюрьме была достаточно неприятная социальная ситуация, если так можно сказать. Хорошо. Также можно встретить другой вариант. Иногда эти звезды набивали не в этом месте, а на коленях. Иногда эти звезды набивали на коленях. И это тоже символ. Если звезды набивали на коленях, это символизировало то, что как будто человек говорил: «Я никогда не встану на колени перед законом, я никогда не буду стоять на коленях перед государством, перед полицией» и так далее. То есть это был символ бунта. Это символ бунта, символ протеста. Хорошо. Следующий тип татуировок – это перстни. Перстень – это синоним слова «кольцо». Перстень, кольцо. На самом деле есть разница между этими словами. Это не абсолютные синонимы, но я не очень хорошо знаю и понимаю эту разницу. Перстень и кольцо – это похожие вещи, но у них есть небольшие отличия. И в советский период заключенные в тюрьмах набивали себе перстни на пальцах. И в этих татуировках, в этих перстнях или перстнях, не знаю, в этих татуировках было тоже достаточно много информации. То есть, когда человек попадал в тюрьму, люди сразу могли посмотреть на его руки и увидеть много информации про жизнь этого человека в криминальном контексте. Давайте посмотрим на конкретные примеры. Я надеюсь, я найду какие-то фотографии в интернете. Не уверен.
Если найду, то покажу. Если нет, то расскажу словами. Иногда на пальцах заключенного можно было увидеть черный квадрат с белой диагональю. И если у человека была такая татуировка, она значила то, что человек был в тюрьме. Простой, банальный факт. Если вы видели человека с такой татуировкой, вы понимали, что он был в тюрьме, и он говорит вам об этом. Также на пальцах можно было увидеть шахматную доску. Вот эта игра называется шахматы. И иногда на пальцах заключенного можно было увидеть шахматную доску. Обычно шахматная доска на пальцах символизировала то, что человек попал в тюрьму за кражу. Кража – это когда вы нелегально берете что-то у другого человека. Когда вы крадете какие-то вещи или деньги у других людей или у компаний. Хорошо. Дальше. Также на пальцах можно было увидеть татуировку солнца, восходящего над морем. То есть можно было увидеть восход солнца над морем. И эта татуировка символизировала то, что человек сел в тюрьму в молодом возрасте. Эта татуировка говорила о том, что человек потерял свою молодость, потерял шанс на нормальную молодость и попал в тюрьму, когда был очень молодым. И также на пальцах можно было увидеть татуировку в виде черепа или в виде паука. Череп и паук. Череп символизировал то, что человек попал в тюрьму за убийство, а паук, если верить информации в интернете, символизировал то, что человек попал в тюрьму за насилие. Что такое насилие? Вообще, насилие – это достаточно абстрактное слово. Насилие – это когда ты достаточно деструктивно используешь свою физическую силу по отношению к другому человеку. Например, ты просто очень сильно бьешь человека. Или, например, когда человек использует физическую силу, чтобы заняться сексом с другим человеком. Обычно с девушкой. Поэтому, да, если у человека был паук на пальцах, значит, он попал в тюрьму за насилие. Хорошо. Так, видео уже достаточно долгое. Дайте посмотрю, что тут еще есть, и скоро будем заканчивать. Окей, давайте еще чуть-чуть быстро расскажу вам про некоторые виды татуировок. Иногда заключенные набивали на теле аббревиатуры. Просто рассказываю вам этот факт, но сегодня я не буду очень подробно описывать эти аббревиатуры. Поэтому двигаемся дальше. Еще один популярный символ, еще один популярный тип татуировок – это кот.
В Советском Союзе можно было увидеть заключенных с татуировкой кота на теле. Кот – это символ кого? Кот символизировал кражу. Мы уже говорили сегодня про кражу. Кража – это когда ты берешь что-то, что тебе не принадлежит. И почему кот? Почему кот символизировал кражу? Потому что кот ходит очень тихо и незаметно. Незаметно – это когда никто не видит. Коты ходят очень тихо и незаметно, и поэтому люди в криминальном мире подумали, что это неплохой символ для людей, которые занимались кражами. Хорошо. Это все. На сегодня это все. Напишите в комментариях, что думаете про это видео. Надеюсь, кому-то было интересно. И все. Если вам нравится мой контент, и если вы хотите сказать мне спасибо, вы можете сделать это на сайте Patreon или на сайте Boosty. Также, если вы хотите учить русский язык вместе со мной, если вы хотите практиковать русский язык вместе со мной, вы можете забронировать онлайн-урок. В описании к этому видео есть ссылка на мой онлайн-календарь, и вы можете его использовать, чтобы затем со мной встретиться. И если вам не сложно, то, пожалуйста, поставьте лайк к этому видео и напишите какой-нибудь комментарий. Еще лучше, если вы напишете какой-нибудь длинный комментарий, потому что это помогает алгоритмам YouTube. Это не помогает алгоритмам, это помогает мне для того, чтобы так, что видео чаще и регулярнее рекомендуется другим людям через алгоритмы YouTube. Все. Всем спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами попозже. Пока.